Так, а теперь что мы снимаем? Обзор снятия мотора. Так, ну и это мы для Уссурийска, да, снимаем? Ты уже снимаешь? Да. Дим, привет. Мы с тобой созванивались по поводу... Можно погромче говорить, а то звук тихий. ремонта нашего моторчика. Honda 50. Хотел показать конкретно, что нужно сделать. Во-первых, гравитационная плита. Вот, покажи, вот, хорошо. Отломилась случайно. Да, вот ее нужно будет восстановить. Кусочки есть. На кусочки там они, наверное, появят. И самое, что проблема, сейчас покажу. Самая проблема в том, что у нас уходит масло куда-то. Здесь вот видно, только снимать, что у нас здесь в поддоне масло вот везде. Откуда оно вытекает? Да, видно. Вот масло. Так и не поняли. Во-вторых, у нас масло также с двигателя идет отсюда, через забор воды, получается. Вода забирает через выхлоп, получается. Вот даже вот эту причину нужно устранить. Ну, вообще, в целом, как бы, привести в порядок. Если я не ошибаюсь, мотор 91-го года. Не ошибаться, конечно. Ты уверен, что 91 что-то сильно? Как-то много. Говори громче, не слышно будет. По шильдику вроде как 91. Ну, вы там уже уточните, если что, меня поправите. Какого он года. Отходили мы на нем 3 года. 3 года, да, 3 сезона. Ну, 3 сезона, да. Проблем как бы с ним не было. Ну, по охлаждению были как бы проблемки. Поначалу солью забивалась, и как бы контролька там, ну... А мотор после соленой воды. Да, А вот эту штуку можно нам еще да, восстановить? Вот восстановить штучку тоже бы желательно. Ну, Ну, а в целом, потом уже, когда разберете, дефектуете, скажете, что и как по нему. Ну, по перегреву вроде он не греется, ничего. Вот я как бы слежу за этим. Как бы. Вот мы сейчас вот только с воды вот пришли, подняли его. Он прям, ну, не горячий, прям темненький такой. Ну да. Перегрева нет. Тепленький. Как бы, ну вот, что хотим с ним сделать? Во-первых, замена всех сальников однозначно по двигателю, по редуктору тоже, как бы, ну, в редукторе эмульсии нету, но все равно, раз уж будем разбирать. Вот это все тоже масло, да? Ну, конечно, это вот всё Вот это в дырках. Да, вот это все вот. Нет, это вода с маслом. Вода с маслом. Вот, по редуктору торсионный вал, грибной вал тоже проверить на биение, все, чтобы биения не было, как бы, в принципе, так вот я вот смотрел, как бы особо нету, как бы, нормально. Но все равно посмотреть поршневые кольца, в каком состоянии поршня, как бы, все вот это вот дело, то есть полную диагностику и дефектовку, то есть по нему. Ну, как-то вот так вот. Смотрим ваш канал. Очень интересно. У меня жена тоже смотрит. Да, спасибо за видео вам. Да, по ремонту ваших Интересные. моторов, как бы, интересно. Вот, и решили все-таки к вам его отправить, потому что у нас в городе, как бы, как таковых специалистов. Да, нам уже его похерили в прошлом году. Хорошо. Да, что отдали в ремонт, и пришлось самим его потом перебирать. Ну вот, как-то так. Так, вот эти штучки нужно нам их найти и тоже предложить к мотору. Отломились то, что... Ну, синхронизация карбюраторов тоже. Ну, это вы уже все знаете, не мне вас учить. В принципе, сами все знаете, что нужно. Да, еще маленький нюанс. Что могу сказать? Контроллер у нас единственный не контроллер. Контроллер у нас стоит не хондовский, а стоит аналог Ямахи. Вот, соответственно, фишка на моторе тоже вот, ямаховская. Так вот, что имейте в виду, что... Его тут не особо видно, но ну как-то... Где тут написано, что это Ямаха? Ну, это ямаховский. Просто слышно, что Ямаха. Да, Вот и на все. нем не написано, как бы, это дубль Ямахи. Вот, соответственно, фишка у нас. Фишка это что такое? Ну, приключение, вот она. А, приключение. Вот она, фишечка, да, она ямаховская, не Honda. Honda мы убрали, потому что контроллер хондовский, да, довольно-таки дорогой. И мы вот обошли сам китайским аналогом Ямахи. Вот так вот. Что еще по нему рассказать? Какие еще? Была еще одна проблемка. Мы там дальше же. Верхний карбюратор слинил, пальцы показываю. Заглушка как-то вот на реке она вылетела. Вот.
Я тут ее как-то сам более-менее так заклепал, но вроде как бы держится. Ну, посмотрите сами, как бы нижний нормально. Что еще? А масло сейчас вот сильно утекло, пока масло. мы ходили. Ну, давай Но посмотрим. он горячий сейчас, конечно, не особо видно будет. Ну, вот детали, штаны. Ну, маленько как бы ушло, конечно. Я доливал, было... Подожди, вот так подожди. вот, ну, маленько ушло. Конечно. Ну, масло чистое, как бы без эмульсии, воды не видно в этом масле. В принципе, чистенькое. Единственное, что оно вот уходит. Причем оно уходит и сюда, вот куда-то вот в поддон, и уходит, где я показывал, через выхлопничек. Такая вот больше как бы, в принципе, особо нет, но все равно охота делать его, как бы, ну, уже в принципе сделать, все поменять, все. Вот здесь вот тоже все в масле. Ну, он весь, да, вот все вот делает, он подтекает, как бы. И забрызгивает его как-то. Ну, вот как-то так. Все, короче, ждем это ремонта от вас. Спасибо большое заранее. Это видео можете вставить как предысторию к вашему видео. Мы даже будем за, мы будем не против, мы даже посмотрим, как это все будет происходить. Интересно. Ну и может кому-то еще будет полезно. Да, мотор Honda 50. Пока и привет из Кемерово, ваши подписчики. Нога у него обрезанная, да? Да, кстати, да. Был длинный, ногой, обрезали. да, его, видать, его у Белостоки укоротили, торсион обрезали. Ну, вы там уже сами разберете, посмотрите, если что-то не так, то... Еще один момент. По подвеске мне тоже вот эта вот вся фигня вот. То есть втулки тоже, я так понимаю, расшатались. То есть тоже подвеску нужно будет всю переделать. Все втулки все заменить и трубу. Она ржавая, то есть трубу тоже бы желательно. А это труба от чего? Которая поворачивает мотор. А, То есть, все понятно. ну, как-то так. Ну все, всё. уже точно. До свидания. Ну все. Все, пока. Привет из Сурийска. Вот, крышка от него. Все. До свидания. Всем привет! Это было видео от владельца мотора. Общую картину в целом он описал. Мотор он отправил 30 октября. Получили мы его 12 ноября. Как мы ее потом? Сегодня у нас 1 декабря, и мы его начинаем проверять. Мотор приехал к нам без масла. Мы залили масло в двигатель, и мотор стоял примерно неделю. И вот мы видим уже потеки масла. Масло под колпаком, там где рассказывал владелец. Здесь масло течет. И масло течет по редуктору. В малых количествах, но оно уходит. Проверяем масло в редукторе. Что, вода что ли? В редукторе вода. Но редуктор все равно мы будем разбирать, перебирать. Надо будет варить пластину уже. А пока идет вода, мы попробуем открутить верхний болт уровня масла, чтобы посмотреть, есть ли там хоть немного масла. Прибегаем к помощи ударной отвертки, если не откручивается, от обычной отвертки. Выкрутили полностью, и пошло масло, ура.
Масло есть. Ну, для запуска пробного нам хватит. Какой-то шум. Вода идет. Давление масла 4 килограмма на холодную. Работает не очень хорошо. Как будто что-то цепляет под маховиком. Давление масла хорошее, да? Мотор прогрелся, термостат работает. Ничего мы тут не увидели. Какая-то вон стружка есть там. Маховик цепляет за катушки. Будем смотреть. Владелец уже обращался в один из сервисов в своем регионе по поводу проблемы вытекания масла. Вроде как была заменена прокладка поддона, но проблема так и не решилась. Зато появилась новая проблема. Такая вот прокладка была в моторе. Вот она побежала у нас. Ну как, не побежала, а вот по этим стыкам. Тут герметик весь попортился, короче, и у нас масло все вытекло из масляного поддона. Ну вот сейчас все поменяли, забрали лодку с ремонта. Что, почти месяц, наверное, больше она у нас была в ремонте. Но делали-то быстро, просто детали долго ждали. Ну да. Ну, сейчас вот масло не бежит, масло вот из этих вот отверстий вытекало все. Ну что, все, поедем? Ничего у нас не получилось его испробовать, потому что они сломали какую-то систему охлаждения нам. Ну, не сломали или не знаю, ну, короче, когда мотор работает, там должна быть такая струйка воды бежать. Я вот когда летом всегда смотрела, чтобы она бежала, потому что на Оби первый раз были, она у нас забилась чем-то. И мы сразу его заглушили, прочистили, там все нормально было. А вот что сейчас они с ним сделали, непонятно. Вот вам и мастера. Вот так. А без вот этого охлаждения нельзя его эксплуатировать и вообще долго заведенным держать, потому что он перегреется и блинанет. В общем, вот так вот. Не знаю, что сейчас получится, у нас не получится его все-таки попробовать. Сняли редуктор, вот Виталий что-то там. Смотри, видишь трубка? Ну, а почему она так болтается?
Смотри, вот эта трубка, это та самая трубка, которая идет, вот смотри, покажи камеру. Вот редуктор, вот идет торсионный вал, это торсион называется, торсионный вал. Вот это отверстие, видишь, Ну. это отверстие, это как раз идет, то есть вот эта помпа, внутри помпы крыльчатка, то есть торсионный вал крутится, крыльчатка вращается, она поднимает отсюда воду, Ну. поднимает отсюда воду вот по этой трубке. То есть вот она трубка, Ну. она по этой трубке поднимает воду в блок двигателя и идет полностью система охлаждения. Самая фишка сейчас будет самое интересное, вы охуеете вообще просто. Извините за матерки, у меня просто слов других нету. Смотрите, берем редуктор. Вот выставляется редуктор вот сюда. И смотри, что самое интересное. Смотрите, где трубка находится и где входит шток. Вот куда должна эта трубка попадать. Как вот эта трубка оказалась здесь. Она должна выходить вот с этого отверстия. Просто вот это отверстие под трубку. Они что, не так поставили, что ли? У меня слов нету просто других. Просто нету. Я не знаю. Вот видно. Олег, вот специально видео снимаю, меня жаба задавила, как так вообще получилось. Вот посмотри сам, я просто вот сейчас вот скинул редуктор, вот у меня свидетель вот стоит, вот жена и вот сосед. Вот, вы свидетели, Привет, вы свидетели. Вот смотри, Олег, вот она трубка, вот это охлаждение воды. Вот я пальцем ее трогаю, Оль, покажи хорошо. Вот видно ее. Вот она, я ее трогаю. Она должна стоять вот здесь. Опусти ниже. Опусти ниже. Вот она отверстие, где эта трубка должна выходить. И она как раз должна попадать вот в этот паз. Вот он этот паз. Вот она здесь, вода вся и скапливается, воду где выкидывает. выходит, где крыльчатка воду поднимает по этой трубке. Ну, так это надо теперь, конечно... Как вот этот вообще как этот рукожоп ваш Алексей, как эту трубку умудрился запихать вот сюда вот. Вот мне вообще непонятно. Вот каким образом? Вообще просто, я не знаю, у меня слов нету просто других. Это видео было записано владельцем после того, как он получил свой мотор после ремонта, поехал на воду, запустил мотор, и у него не работала контролька, соответственно, не было охлаждения. Ну, вы сами видели, не попали в трубку, трубка вообще была смещена в другую сторону. Это ошибка сервиса, потому что не проверили мотор после ремонта. Если бы они запустили мотор в емкости с водой, конечно, они бы увидели, что нет охлаждения, увидели, что они ошиблись с трубкой и устранили бы эту проблему. Владелец бы получил мотор уже исправный. А так ему пришлось снимать ногу, ставить эту трубку на место. Владелец установил трубку правильно, мы запустили мотор, у нас охлаждение уже работает. Будем проверять компрессию. Выкрутили свечи зажигания, закрутили их в нашу пластину, закрепили на корпус. Здесь уже написаны показания компрессии 13, 12, 13. Еще раз перемерим перед разборкой. И для замера компрессии на четырехтактном моторе даем полный газ. Дали полный газ и зафиксировали отверткой, чтобы газ не уходил на минимум. — 15 килограмм. 14. 15. Ну вот, компрессия оказалась даже больше, чем надо. Ну, видимо, был замер с погрешностью компрессометра. Компрессия у мотора очень хорошая. Здесь находится крышка для термостата. Откручиваем два болта. Прокладка была на герметике. Вынимаем термостат и проверяем его. Да ё-моё. Вынимаем термостат и проверяем его.
Термостат рабочий. Начинает открываться. Проблем с перегревом обнаружено не было. Охлаждаем термостат, и он закрывается. Для начала мы посмотрим, что же там под маховиком задевает за катушки. Снимем маховик. Для этого нам надо открутить 4 болта. Металлическая пластина, которая установлена поверх магнита, задевала за магнитопровод катушки. Этому свидетельствует характерный след, оставленный в результате задевания. И здесь видим отблеск от этого следа. Начинаем со снятия редуктора. Для этого включаем заднюю передачу, одновременно прокручивая гребной винт. Откручиваем эти гайки, освобождаем нижнюю тягу на редукторе от верхней тяги. Затем откручиваем 4 болта крепления редуктора. И 5-й болт находится здесь под анодом. Откручиваем сначала анод и получаем доступ к 5-му болту, который находится вот здесь. Вот это номер. Как так? Вода в редукторе. Интересно. Масло заливал в начале сезона. Вы меня сейчас вообще просто убили по поводу этого. Вообще он как бы его прессовали, этот редуктор. Вот когда я как раз менял прокладку под картером, они сказали, что они его прессанули и все с ним хорошо, что вода в него не поступает. А вы сейчас мне вот такое вот говорите. Вообще я как-то даже растерялся, честно говоря. Да, еще, Дим, по поводу редуктора. Ну вот у меня в 3 сезона в пользовании. То есть я масло менял там каждый сезон. Грубо говоря, с осени, как закрывал, грубо говоря, навигацию, масло я сливал. Заливал новое, чистое. То есть сливалось масло отработанное без эмульсии. Это я прям могу сказать с 100% гарантией, что воды в нем не было. Сняли ногу. Это масляный поддон. Вокруг него все сухо. Будем разбирать дальше. В прошлый сезон аналогично, также осенью я слил масло с редуктора. Также воды не было. Ну, было немножко как бы грязновато, но факта эмульсии не было, это точно прям 100%. Сейчас я его специально не стал сливать для того, чтобы, то есть вы, когда масло сольете, посмотрите, что и как. Ну вот, и в итоге, что оказалось, что там вообще, в принципе, полный редуктор воды. Да, зимой мотор у меня хранится в холодном гараже, и вообще было бы весело, что если бы я еще и редуктор бы разморозил. Ну, хотя, наверное, вряд ли я бы его все равно в любом случае бы поменял, бы увидел, наверное, воду. Ну, хорошо, что это сейчас всплыло. Хорошо, редуктор туда тоже, наверное, будет полная ревизия, я так думаю. Если вы там говорите, что там была вода, ну, скорее всего, там, наверное, придется менять все подшипники, я так думаю. Это вот, Дмитрий, вот так вот у нас в Кемерово, вот такое вот у них сервисное обслуживание. У меня есть видео, где я после ихнего ремонта ремонтировал заново, грубо говоря. Когда они мне поменяли прокладку масляного поддона, вот, я обнаружил при запуске мотора, то есть я ее спустил на воду, при запуске мотора я обнаружил, что нет систем, не работает система охлаждения. Каким образом? Что не идет вода с контрольки. Хотя до того, как я им отдал, все работало и все было нормально. То есть то есть я поднял опять лодку на берег, снял редуктор, снял дэйвуд и очень сильно удивился, когда они собирали редуктор обратно, они трубкой охлаждения не попали в паз помпы. Вот таким вот образом. Видео у меня где-то есть. Постараюсь найти и вам перешлю, посмотрите. Вот так вот. Я вот поэтому к вам и решил его отправить. Потому что, что-то вот мне больше туда
неохота обращаться, чтобы потом опять за ними все переделывать, платить им деньги за это. Ну вот, как-то так. Вот они же мне и сказали, что они якобы редуктор опрессовали, что все хорошо. Вот сняли двигатель. В общем, возможно, масло течет через прокладку масляного насоса, через прокладку или через уплотнение крышки клапанов. Сама прокладка двигателя была на герметике, но не факт, что через герметик масло шло. И под вопросом сальник шестеренки, потому что шестеренка просто прям падает без всякого сопротивления, то есть как будто сальник мертвый. С учетом того, что масло вытекало через водозаборные решетки, то это 100% по торсионному валу в водяную помпу масло утекало. То есть под замену все сальники вертикального вала, сальник шестеренки, прокладка под двигатель. Снова меняем прокладку под масляный поддон. Меняем прокладку масляного насоса. И, наверное, меняем уплотнение на крышку клапанов. После этого будем уже заниматься тут втулками. Втулки болтаются. Редуктор еще не разбирали, но уже видим большой свободный ход грибного вала. Это значит, что отсутствует шайба на грибном валу, которую забыли установить при разборке редуктора. Вот такой свободный ход. Этого быть не должно. Сейчас разберем редуктор и посмотрим. А вот здесь обнаружилась лопасть от крыльчатки. Крыльчатка под замену, оторвана лопасть, лопасть найдена. Под пластиной помпы масло моторное, по запаху не трансмиссионное. Значит, по вертикальному валу через сальник масло вытекает с двигателя. На грибном валу отсутствует шайба, которая должна находиться здесь. Ее здесь нет. Стакан помпы в хорошем состоянии. Пластина помпы имеет небольшую выработку, но не критично, можно не менять. Крыльчатка под замену, это понятно. Прокладка пластины основания помпы порвалась, ее менять. Гайка обоймы грибного вала выкрутилась хорошо, резьба целая, не закисшая. Нет шайбы на шестерне заднего хода, которая устанавливается на грибной вал. Дальше откручиваем гайку пиньона и вынимаем вертикальный вал. Здесь еще стоят вот такие тонкие регулировочные шайбы. В нашем случае 3 штуки. Они находятся вот здесь.
Если собрать без них, в таком случае при затяжке этой гайки грибной вал зажмет, и он просто не будет крутиться. Гайка откручена, резьба правая, подключена 17. Вертикальный вал мы зажимали при помощи этого инструмента. Вынимаем его из редуктора. Немного заржавел подшипник вертикального вала конический. Теперь, чтобы достать оттуда шестеренки, переворачиваем редуктор. Вода полилась. И все. Шестерни все целые, без повреждений, в хорошем состоянии. Теперь мы снимаем карбюраторы, смотрим их, чистим и составляем список запчастей. Для снятия карбюраторов откручивается весь впускной коллектор сразу с 3 карбюраторами. Каждый карбюратор был разобран, проверены иглы на износ, было немного грязи, но в целом карбюраторы в очень хорошем состоянии. Было повреждено только одно резиновое колечко, которое мы заменили. Сняли кронштейн со шлицов. Это старые втулки вертикального поворотного механизма. Они разбиты, их надо будет изготавливать. Труба, скорее всего, немного изношена. Сейчас мы будем снимать гидроподъем. И все втулки здесь тоже под замену. Все болтается, все под замену. Вот, вверх-вниз.
все необходимые втулки были изготовлены. Наконец-то мы получили запчасти из Японии. Ждали очень долго. Кроме восстановления антикавитационной пластины, владелец попросил усилить киль. После сборки редуктор будет покрашен. Собирать мы будем редуктор с заменой всех подшипников, всех сальников и уплотнений. И поставим шайбу на грибной вал, которой не было. Собираем Хонду, установили новую трубу, новые гайки, мы их заказали из Японии. Кронштейн после нагревания почернел, и мы его покрасили. Мотор готов. Давление масла есть. Итоговая стоимость по ремонту в сумме составила 60 тысяч рублей. Запчасти все были заказаны из Японии. Даже заказали крышечку, которую просил владелец на слив масла. Будем отправлять обратно владельцу. А сейчас мы занимаемся вот этим мотором. Это Tohatsu 50. Но это уже совсем другая история. На этом все. Всем пока.